Соглашение Трампа с Ираном, подпись в Версале. Кто празднует, кто в шоке? И почему ФС в ужасе от места, где президент США поставил свой автограф? Дальше Трамп начнет мирить две Кореи. Ручка, которой подписывали мир с Ираном, досталась в подарок южнокорейскому лидеру. Макрон и Большая Семерка вправили Трампу мировоззрение. Он теперь сильнее поддерживает Украину. Удары по Москве. Горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне, дроны попали в жилые дома. Кремль отреагировал. Зря Семерка говорила с Трампом. Зря Украина отвечала ударом по Москве. Хексет объявил перестройку НАТО. Страны НАТО вроде бы не против. Саммит АСЕАН в Казани. Путин надеется на мир, но только в Иране. Северная Корея станет еще ядернее. Важное заявление из Пхеньяна. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп подписал промежуточный меморандум с Ираном в Версальском дворце перед ужином, который для участников саммита G7 проводил президент Франции Эммануэль Макрон. Видео церемонии опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Сковидо. Трамп ставит подпись, рядом аплодирует Макрон, за спиной стоит госсекретарь США Марко Рубио, за кадром ждут холодные закуски. Это было непросто, могу вам сказать. Дональд Трамп подписал промежуточный меморандум между США и Ираном, именно там, где в 1919 году был заключен Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну. Напомним, условия того договора значительная часть немецкого общества считала унизительными и несправедливыми, что впоследствии способствовало росту реваншистских настроений и приходу к власти нацистов. Власти Ирана опубликовали фотографии президента Масуда Пезешкиана, держащего в руках последнюю страницу меморандума с 3 подписями Пезешкиана, Трампа и пакистанского премьера Шарифа как медиатора. Что это за экземпляр документа и насколько он может считаться действующим с точки зрения международного права? Ответов нет. Господин Масуд Пезешкиан, президент Ирана, и Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, в течение короткого времени подписали текст этого меморандума в цифровом формате и дистанционно. Представитель иранской переговорной группы заявил, что текст документа подчеркивает: переговоры будут проводиться исключительно по вопросам отмены санкций и ядерной проблематики. Таким образом, по видеосообщениям в мессенджерах со скан-копиями документов, распечатанными на принтере и подписанными, не заключалось ни одно соглашение между государствами, тем более мирный договор. За последние 24 часа мы более подробно изучили этот вопрос и в конечном итоге пришли к выводу, что лучшим вариантом будет подписание текста президентами двух стран в виртуальном формате, фактически без необходимости их физического присутствия в каком-либо конкретном месте для проведения этой процедуры. Когда текст подписывается высшими должностными лицами двух государств, естественно, цена его нарушения становится выше. Учитывая наш прошлый опыт, именно такой вариант был для нас предпочтительным. В течение 60-дневного периода, который начинается сразу после подписания этого текста, меморандума о взаимопонимании, мы должны работать как над деталями реализации отдельных положений документа, так и над 2 очень важными вопросами — снятием санкций и ядерной проблематикой. Как вы помните, с самого начала мы подчеркивали, что на данном этапе не будем обсуждать ядерный вопрос. Было согласовано, что наше внимание будет сосредоточено на прекращении войны, и мы выполнили эту задачу. Это первое соглашение, подписанное президентами США и Исламской Республики Иран с момента Исламской революции 1979 года и разрыва дипломатических отношений между странами. Документ должен остановить войну, начавшуюся 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану, в первый день которых были убиты аятолла Али Хаминеи и высшие военные руководители страны. Затем конфликт расширился на регион, поднял цены на энергоносители, усилил инфляционное давление и вызвал опасения продовольственного кризиса в бедных странах. Меморандум предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие американской блокады иранских портов, послабление по санкциям, разморозку иранских активов и план экономического восстановления Ирана на $300 миллиардов. Иран, в свою очередь, подтверждает обязательство не создавать ядерное оружие. Полное соглашение стороны должны согласовать отдельно. К соглашению между США и Ираном официально присоединился главный посредник переговоров — премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Канцелярия главы правительства опубликовала видео электронной церемонии подписания Исламабадского меморандума. Для меня большая честь объявить, что исторический Исламабадский меморандум о взаимопонимании сегодня был подписан в электронном формате между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Меморандум подписан уважаемыми президентами обеих стран и также утвержден мной, как посредником.
Подписание этого соглашения на высшем уровне соответствующих правительств демонстрирует приверженность обеих сторон дипломатическому урегулированию конфликта. Исламабадский меморандум вступает в силу немедленно, и в качестве первого шага Исламская Республика Иран незамедлительно откроет Ормузский пролив, а Соединенные Штаты Америки немедленно снимут морскую блокаду. Я хотел бы особо отметить искренние усилия и конструктивное участие руководства государства Катар, которые помогли достичь нынешнего этапа. Я также высоко оцениваю руководство Королевства Саудовская Аравия, Турецкой Республики и Арабской Республики Египет за их незаменимую роль и бесценный вклад в этот процесс. Также хочу особо упомянуть фельдмаршала Саеда Асима Мунира, чьи неустанные усилия, самоотверженная преданность делу и важнейшая роль стали решающими факторами в достижении этого прорыва и продвижении дела мира и региональной стабильности. Военный министр США Пит Хексет тем временем заявил, что Соединенные Штаты возобновят военные действия и вновь ведут блокаду против Ирана, если Тегеран не выполнит обязательства по соглашению с Вашингтоном. И президент уже отметил, что мы будем готовы возобновить действия, если в рамках сроков этих переговоров Иран не сделает того, что обещает сделать. А именно, откажется от ядерного оружия, откажется от ядерных амбиций, передаст свои ядерные материалы и закроет ядерные объекты. В противном случае Министерство обороны готово снова приступить к действиям, если это потребуется. Если Иран не выполнит свои обязательства, мы более чем способны вновь ввести жесткую морскую блокаду. Европейские страны должны находиться на переднем крае. Некоторые из них уже активизировались, мы это приветствуем. Они будут действовать в координации с Центральным командованием США и адмиралом Брэдом Купером, чтобы обеспечить открытость этого водного пути и бесперебойное движение торговли, как того и хотел президент. Мы будем той самой большой дубинкой за спиной переговоров, которой никогда не было при президенте Обаме. Ее просто не существовало. Тогда это был бумажный тигр, который лишь надеялся, что другая сторона согласится. Что касается быстрых изменений в плане военного присутствия. Как быстро мы увидим реальные изменения в присутствии США на Ближнем Востоке? Все будет зависеть от условий. Все будет зависеть, опять же, от реакции другой стороны, выполнения контрольных показателей и таких вещей, как вопросы ресурсов и финансирования. Все будет зависеть от результатов. Абсолютно все зависит от результатов. Здесь нет никаких уступок, здесь нет никакого доверия. Все основано исключительно на проверке. И Министерство обороны обеспечивает выполнение всех этих договоренностей. Президент полностью готов при необходимости нанести такой же разрушительный удар, какой мы уже нанесли. Дональд Трамп подарил президенту Южной Кореи Ли Чжэ-мёну ручку, который подписывал документы на саммите. В Сеуле отметили символичность жеста. Кроме того, за ужином в Версале американский лидер предложил Ли Чжэ-мёну и его супруге сыграть партию в гольф. Южнокорейские СМИ расценивают переговоры как попытку активизировать диалог по Северной Корее после нескольких лет дипломатического застоя. Вчера вечером, во время ужина с президентом Трампом, мы около 90 минут подробно обсуждали мир на Корейском полуострове и отношения между Южной Кореей и США, и добились значительного прогресса. Сегодня, на заключительном обеде, он подарил мне ручку, которой пользовался при подписании документов. Думаю, это могло быть связано с тем, что во время нашей первой встречи на высшем уровне я тоже подарил ему ручку. Во время вчерашнего ужина, когда мы говорили о гольфе, он сказал, что сыграет в гольф со мной и моей супругой. Моя жена даже скрепила это обещание, сцепив с ним мизинцы. А после сегодняшнего обеда он снова сказал, что мы обязательно должны сыграть вместе в гольф. Я думал, что это просто сказано между делом, но, похоже, мне действительно стоит начать готовиться. Я благодарен президенту Трампу, который проявил ко мне столь особое внимание. Отношения между Южной Кореей и Соединенными Штатами прочны и вечны. В Тегеране празднуют подписание меморандума между США и Ираном. Жители иранской столицы называют соглашение дипломатической победой и надеются, что оно приведет к ослаблению международной изоляции страны и восстановлению экономики. По такому случаю иранское государственное агентство пропаганды на зарубежные страны ВАНА не изменило традиции и опросило на улицах двоих жителей Тегерана. Никому не нравится агрессия против своей страны. Эта война, весь этот шум и переполох, безусловно, стали источником тревоги для всех нас. Конечно, если это отвечает интересам народа, мы также очень рады, что это произошло. Я не думаю, что стоит говорить, будто какая-то конкретная страна обязательно победила. Мне кажется, победителями стали обе стороны, потому что каждая добилась своих собственных интересов. Конечно, если бы подписание состоялось очно, это было бы намного лучше. Мы бы гораздо яснее увидели и поняли, что происходит в стране. Но даже так, после подписания ситуация стала несколько спокойнее, и это очень радует. Учитывая, что Иран противостоял двум крупным мировым державам, Соединенным Штатам и Израилю, он сумел нанести им мощный удар.
На мой взгляд, этот меморандум стал большой победой и может стать поворотным моментом как в международной, так и во внутренней политике. Я испытываю чувство победы и радости от того, что в конечном итоге престиж Соединенных Штатов и Израиля был подорван и растоптан в пыли. Если Бог даст, похоже, что впереди нас ждут хорошие экономические условия. 10-миллионный Израиль, который пропаганда Ирана, страны с населением более 90 миллионов человек, теперь называет крупной мировой державой, может столкнуться с серьезными ограничениями после подписания Американо-Иранского соглашения. К такому выводу приходят в Израиле, уточняя, что даже не являясь стороной сделки, Израиль будет вынужден учитывать давление Вашингтона и отказаться от части самостоятельных военных действий против Ирана и его союзников. Хотя Израиль не является прямой стороной соглашения, поскольку Америка, его главный союзник, основной поставщик вооружений и главный дипломатический покровитель, на практике Израиль будет связан этим соглашением. Соединенные Штаты будут оказывать на него давление, чтобы он не предпринимал действий против договоренностей. Это не означает соблюдение каждого отдельного пункта, но в широком смысле Израилю придется с этим жить. Это соглашение является провалом политики безопасности Нетаньяху. Он поставил все на свои отношения с Дональдом Трампом. В результате это привело к разрушению отношений с Демократической партией США. Теперь Израиль имеет враждебно настроенную демократическую партию, враждебного президента и значительную часть республиканской партии, которая уже не так поддерживает Израиль, как раньше. Последние 15 лет его стратегия строилась на военном решении иранской угрозы. Его последняя надежда заключается в том, что Иран не согласится на окончательное соглашение. Санкции останутся в силе, а Иран будет ограничен в военном и финансовом отношении. Это соглашение, особенно если оно будет реализовано и положения меморандума перейдут в окончательный договор, станет крайне неблагоприятным изменением баланса сил для Израиля в регионе. Однако в ближайшие 60 дней это серьезная неудача, но не катастрофа. Катастрофой это станет в случае подписания и выполнения окончательного соглашения, по которому Иран получит сотни миллиардов долларов. С точки зрения Израиля, это плохое соглашение. Плохое потому, что оно позволяет Ирану избежать выбора между пушками и маслом, между внутренними расходами для поддержания легитимности режима и внешними расходами на противостояние Израилю, предоставляя Ирану возможность добиться отмены всех санкций, даже более широкую, чем предусматривалась сделка времен Обамы. Это соглашение позволит Ирану превратиться в крупную державу и представлять для Израиля гораздо большую угрозу, чем когда-либо с 1979 года. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси приветствовал соглашение между США и Ираном и заявил, что теперь начинается самый сложный этап — техническая реализация достигнутых договоренностей. МАГАТЭ станет одним из ключевых участников процесса. Агентство рассчитывает вернуться к полноценной работе на иранских объектах после месяцев военного кризиса и фактической заморозки проверок. Я считаю, что это хорошо, когда после войны подписывается соглашение. Это принципиально важный момент, который следует помнить. Сейчас, на мой взгляд, было бы неправильно строить предположения. Впереди работа. Предстоит выполнить большую работу. Как вы сказали, признание незаменимой роли МАГАТЭ является хорошей отправной точкой. Теперь нам предстоит сесть за стол переговоров с нашими американскими коллегами и нашими иранскими коллегами и начать вырабатывать конкретные шаги, которые необходимо будет предпринять. Поэтому хорошо, что меморандум существует. Теперь начинается техническая работа. Тот факт, что в документе говорится о выполнении этих мер под надзором и контролем МАГАТЭ, имеет очень большое значение, потому что в ходе наших консультаций нам предстоит определить, что именно мы должны увидеть и к чему должны получить доступ. Поэтому сейчас я не могу сказать вам, к каким еще конкретным объектам или местам нам потребуется доступ. Конечно, у нас есть довольно четкое представление об этом, но было бы неправильно с моей стороны забегать вперед. Мы стоим на пороге решающей стадии технических консультаций. Давайте проведем их, а затем увидим результат. Учитывая опыт 26 февраля, опасаетесь ли вы повторения того же самого, или после подписания этого соглашения вы настроены более оптимистично? Спасибо за вопрос. Когда работаешь ради мира, нельзя позволять прошлым неудачам лишать себя решимости. То, что произошло, уже произошло. Теперь у нас появился шанс, и мы должны им воспользоваться. Именно это мы и постараемся сделать со всей нашей решимостью и убежденностью. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит Большой Семерки на этой неделе оказался успешным. Он назвал подписанное Трампом и Пезешкианом соглашение открытым путем к прекращению войны, а также отметил, что страны G7 выступили единым фронтом в поддержке Киева. По его словам,
Эта поддержка направлена на то, чтобы помочь Украине продолжать сопротивление и защищать свою независимость. Мы провели саммит G7, который позволил продвинуться по многим крайне важным для нас вопросам: Украине, международной торговле, искусственному интеллекту и миру на Ближнем Востоке, которого мы добиваемся уже многие месяцы. Поэтому я считаю, что саммит G7 был полезным и успешным. Я также хотел провести более двустороннюю встречу с президентом Трампом, чтобы отметить 250-летие независимости Соединенных Штатов, которая отчасти была создана и здесь. Это важно для наших соотечественников. И действительно, сегодня вечером, и это очень хорошая новость, соглашение между Ираном и Соединенными Штатами Америки было официально подписано президентом здесь, в Версале. Я считаю, что это соглашение позволяет прекратить конфликт, обеспечивает мир, открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов и запускает 60-дневный период для заключения соглашения по ядерным вопросам, баллистическим программам и региональной деятельности. Мы продолжим работу, но в любом случае это момент мира и хорошая новость для многих наших сограждан, потому что, как ожидается, снизятся цены на топливо и газ. Состоялся ли важный разговор между президентом Трампом и президентом Путиным? Это было продолжение вчерашних обсуждений. Теперь мы будем и дальше продвигать поддержку Украины, помогать ей сопротивляться, добиваться результатов и защищать свою независимость. Я считаю, что сделанное в последние дни также очень важно, потому что речь идет о консолидации стран G7 вокруг Украины и объединении наших усилий для укрепления ее способности защищаться, контратаковать и восстанавливать свой военный потенциал. Это был позитивный процесс. Мы продолжим работать. Вплоть до звонка Путину? Сейчас именно он должен сказать, готов ли вернуться за стол переговоров, причем не на неприемлемых условиях. Украина нанесла один из самых масштабных ударов по российской территории за последние месяцы. Главной целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, крупнейший НПЗ столичного региона, обеспечивающий до трети потребностей Москвы и Подмосковья в бензине, дизельном топливе и авиационном керосине. Это уже второй удар по предприятию менее чем за неделю. Ночью и утром беспилотники атаковали Москву и Подмосковье несколькими волнами. На территории НПЗ зафиксированы как минимум 5 очагов возгорания. Под удар также попали районы Люберец, Котельников и Жуковского. В Новых Котельниках поврежден жилой дом. В Люберцах загорелся торговый комплекс «Белая дача», в Москве – рынок «Садовод». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 17 пострадавших. По данным украинских СМИ и мониторинговых каналов, последствия атаки привели к крупнейшему авиационному коллапсу с начала года. Все московские аэропорты временно прекращали работу. По подсчетам российских профильных ресурсов задержаны или отменены более 500 рейсов. На юго-востоке Москвы перекрывался участок МКАД протяженностью около 10 километров. Одновременно удары наносились по Ростовской области. В Гуково вспыхнула нефтебаза. Сообщалось также о пожаре на складе боеприпасов возле Шебекина в Белгородской области. Минобороны России заявила о почти 1000 якобы сбитых за сутки украинских беспилотников. Однако независимого подтверждения этим данным нет. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий ударов и заявил, что это ответ на российские атаки по украинским городам и Киево-Печерской лавре. Украинский генштаб официально подтвердил поражение московского НПЗ, нефтебазы в Ростовской области и ряда военных объектов на оккупированной Россией части Донецкой области. Несмотря на 3 кольца противовоздушной обороны вокруг Москвы, мы говорили, что будем до них доставать. Если Путин не хочет заканчивать эту войну и хочет ее продолжать, тихо сидеть мы не будем. Будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они ударили по лавре. Мы не хотим этой войны, и никогда ее не хотели, и все это знают. Это знают и наши партнеры. И уж точно мы не хотим, чтобы горела Украина. Но если из-за агрессора будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пришло время прекратить агрессию. Пришло время закончить эту войну. Я считаю, что мы должны усиливать давление, безусловно. Я говорю о давлении разного характера. Это не только украинские санкции, это и санкции наших партнеров. Энергетика, теневой флот, нефтегазовый сектор, банки, оружие, оборонная промышленность. Все, что возможно, чтобы Россия почувствовала, что воевать больше не имеет смысла. В Кремле заявили, что масштабные украинские удары по территории России отдаляют перспективу прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Помощник Путина Юрий Ушаков сделал это заявление после одной из крупнейших воздушных атак по российским регионам с начала войны.
Это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом. Не приближает. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было. Посмотрим. Какие-то, наверное, будут комментарии по итогам Эвиана. Дождемся этого, потом будем работать дальше. Европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Некоторые вещи он прокомментировал, другие, очевидно, оставил при себе. Но посмотрим, как дальше будет развиваться позиция там. Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Но с этих точек зрения они пытаются Трампа обработать, чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию. НАТО начинает крупнейшую за десятилетия перестройку своей стратегии. На встрече министров обороны в Брюсселе глава Пентагона Пит Хексет объявил о 6-месячном пересмотре американского военного присутствия в Европе и предупредил союзников. США больше не намерены нести основную нагрузку за безопасность континента. Слишком долго НАТО было бумажным тигром и улицей с односторонним движением. Этому пришел конец. Именно этому посвящен саммит в Гааге. Именно этому посвящены обязательства по увеличению оборонных расходов. Преобразованию НАТО обратно в настоящий военный союз, сосредоточенный на жесткой силе и реальном сдерживании. НАТО версии 3.0. Европа не должна была стать зависимой от Соединенных Штатов. Не этого хотели и не этого ожидали Уинстон Черчилль, Шарль де Голль или Конрад Аденауэр. Нет, Европа должна была стать военной силой. Союзной, сильной Америки. Сила НАТО возникла не благодаря комитетам, не благодаря совещаниям и не благодаря маленьким флажкам на красивых столах. Она возникла благодаря воинам, а безопасность Европы обеспечивалась союзниками по НАТО. Это было НАТО версии 1.0. Жесткая военная организация, сосредоточенная на защите Европы. Но этот дух угас после окончания Холодной войны. Перестав концентрироваться на защите Европы, НАТО версии 2.0 сместилась в сторону операций за пределами региона и тем, которые вообще не имели отношения к ведению войны. Вместо танков, истребителей и систем противовоздушной обороны в центре внимания оказались гендерное равенство, изменение климата и политика сокращения военных расходов. Границы Европы оказались широко открыты, государства всеобщего благосостояния разрастались, оборонные бюджеты сокращались, а вместе с ними ослабевала и вера Европы в саму себя и свою цивилизацию. НАТО сбилось с пути. НАТО версии 2.0 стала эпохой отвлечения внимания, деиндустриализации и демилитаризации. Это была эпоха жизни за чужой счет, и это были потерянные годы, к которым мы больше не вернемся. Некоторые из наших союзников поняли этот сигнал и сделали шаг вперед. Вы знаете, о ком идет речь, и мы очень это ценим. В прошлом году под руководством президента Трампа НАТО установила новый мировой стандарт союзнических расходов на оборону – 5% ВВП на оборону. Это историческое решение, и оно меняет ситуацию. Некоторые союзники уже уверенно движутся к выполнению этой амбициозной цели, а в отдельных случаях даже опережают график. Слишком многие союзники до сих пор не осознают историческую необходимость, на которую президент Трамп указал им и самому НАТО. Необходимость заново создать актуальный и мощный военный союз. Как справедливо сказал президент Трамп, он устроил нашим союзникам проверку. Готовы ли они поддержать Америку, когда она попросит о помощи? И слишком многие эту проверку провалили. На этом фоне НАТО согласовало модернизацию своей ядерной составляющей. Страны Альянса решили обновить ядерные возможности, усилить систему планирования и адаптировать силы сдерживания к новым угрозам.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал курс на реформу и заявил, что Союз должен как можно быстрее превращать новые инвестиции в реальные готовые к бою возможности и расширять оборонную промышленность. Деньги крайне важны, но долларом или евро невозможно остановить ракету или танк. Нам необходимо быстро превращать эти деньги в реальные боеготовые возможности. Это наш общий приоритет на саммите в Анкаре и на последующие годы. Нам нужно больше войск, больше ресурсов и более мощная промышленная база. Поэтому сегодня министры обороны договорились о новом рывке для ускорения трансатлантического оборонного сотрудничества. Мы хотим нарастить мощности оборонной промышленности по обе стороны Атлантики, одновременно развивая такое сотрудничество, которое обеспечивает более высокий уровень инноваций и увеличение объемов производства. Министр Хексет очень четко заявил о необходимости НАТО версии 3.0 Альянса, перезапущенного для современной эпохи. И в этом мы все согласны. Мы услышали заявление США о пересмотре военного присутствия в Европе. В нынешней динамичной обстановке безопасности, на мой взгляд, разумно убедиться, что силы НАТО размещены оптимальным образом для сдерживания конфликтов и при необходимости для защиты от любых угроз. Мы должны говорить друг другу правду. Этот альянс переживает масштабную трансформацию, вероятно, крупнейшую в своей истории, чтобы построить НАТО версии 3.0. Украина меняет ситуацию на поле боя и наносит России огромные потери. Но она сможет продолжать это делать только в том случае, если мы усилим нашу поддержку. Не только для удовлетворения немедленных потребностей, таких как противовоздушная оборона, но и для выработки долгосрочного подхода, который позволит Украине оставаться суверенной, свободной и безопасной. Потому что безопасность Украины важна и для нашей собственной безопасности. Очевидно, что Владимиру Путину рано или поздно придется принять решение, хочет он участвовать в этом процессе или нет. Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Марко Рубио усердно работают над продвижением мирного процесса, и я хочу поблагодарить их за это. Именно президент Трамп в прошлом году, в феврале, смог преодолеть тупик, начав прямой диалог с Путиным. Думаю, это было крайне важно, потому что сделать это мог только он. Но в конечном итоге вопрос заключается в том, готов ли Путин участвовать в процессе, действительно ли он хочет вести переговоры. А пока мы должны сделать все возможное, чтобы Украина оставалась максимально сильной в этой борьбе. Именно над этим мы и работаем. Параллельно в Брюсселе проходит заседание контактной группы по обороне Украины. Владимир Зеленский обсудил с Марком Рютте, министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром обороны Великобритании Дэном Джарвисом поставки систем ПВО через программу ПУРЛ и создание совместной системы противоракетной обороны для защиты украинских городов от баллистических ракет. В столице Татарстана, Казани, проходит саммит Россия-АСЕАН. Для Владимира Путина это первая за 7 месяцев поездка за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. На встрече обсуждают торговлю, энергетику, инвестиции, транспортные коридоры и вопросы безопасности. Выступая на саммите, Путин заявил, что отношения России и стран АСЕАН приобрели характер стратегического партнерства. Москва рассчитывает расширять поставки энергоресурсов, увеличивать товарооборот и переходить на расчеты в национальных валютах. Отдельно Путин упомянул соглашение между США и Ираном. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана. Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пашескияном, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет, серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках. Северная Корея резко ответила на заявление лидеров «семерки», которые на саммите во Франции вновь потребовали полной денуклеаризации КНДР. Сестра северокорейского лидера Ким Йо Джон заявила, что отказ от ядерного оружия невозможен, а сам статус ядерной державы закреплен в Конституции страны и является вопросом суверенитета. По ее словам, ядерный арсенал — это линия отступления, за которую невозможно. А любые попытки оказать давление на Пхеньян приведут к последствиям для самих инициаторов такого давления. Накануне лидеры G7 выразили глубокую обеспокоенность ядерной и ракетной программами КНДР, потребовали соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, а также призвали Пхеньян решить вопрос похищенных японских граждан и прекратить кибератаки и криптовалютные хищения.
В Сеуле и Токио заявление Ким Йо Джон расценили как сигнал о том, что КНДР намерена сохранить курс на дальнейшее укрепление своего ядерного потенциала независимо от международного давления.